Норвич. Август 2023 года. Готовимся к поездке. Немножечко затарились. Сразу видно, что мы не вегетарианцы. У нас одно мясо. Мы едем в Норвегию. А где находится Норвегия? Поехали. Вот с такой погодкой мы выехали. Мы проехали первые 650 километров под дождем и остановились почти у границы с Данией, в городе Фленсбург. В первый день отпуска все вызывает восторг и кучу положительных эмоций. Так и Фленсбург, который нам очень понравился. Это, кстати, один из самых северных городов Германии, расположенный в нескольких километрах от границы с Данией. Фленсбург имеет, кстати, довольно большой шоппинг-центр, а все потому, что последние десятилетия там отовариваются датчане из приграничных регионов. Въезжаем в Данию. А на этой границе я выдал очередной свой перл. На вопрос, куда вы едете, я с гордостью ответил: We are going to Norwich. Она непонимающе посмотрела на меня, потом еще раз на наши паспорта и переспросила: Are you going to Norway? Я с энтузиазмом ответил Yes. Также наши улыбки, ну и, конечно же, европейские документы сделали свое дело. Вот так мы оказались в Дании. Ну и поехали дальше на место нашей первой ночевки. Ильдар даже ничего не стал снимать. Побежал в туалет. Вот, ну тут шикарный вид. Ветер фигачил всю ночь. И мы, в принципе, практически всю ночь не спали. Наше первое утро. С добрым утром. Опа, Страна. вылезает. Ну-ка, 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 покажите ваше личико. Гульчатай, открой свое личико. Сейчас будет не очень эстетичный вылаз, поэтому дай мне потренироваться. В следующий раз снимешь. Все с первого дубля. Слушай, темно. С добрым утром, любимая. Добрым утром. А где? Чего не? Вот оно. А ты что, ты не раздевалась? С добрым утром. Раздевалась. Да ты что, ты мне жарко было. Мне тоже жарко было.
Первое утро на природе было восхитительным, завтрак прекрасный, и даже ночное трепыхание плохо натянутой палатки не испортило нам настроение. Но надо было ехать дальше, потому что тут недалеко город Архус. Город не выглядит крупным, но на самом деле является вторым городом в Дании возрастом более 1000 лет. Он является культурным и научным центром. Здесь много музеев, и есть музей старого датского быта под открытым небом. Но времени у нас было немного, всего пару часов. Мы прогулялись по набережной, заглянули в кафедральный собор, прошлись по небольшому парку, сфоткались в фонтане-лабиринте. В общем, очень симпатичный город, как обычно. Жалко, что не так много времени на его изучение. Чайки, хохотушки. Теперь наш путь лежал дальше на север Дании, в Хирсхаус. Там мы сядем на паром, который за 2,5 часа доставит нас в Кристиансанд. Машиной, на пароме. Так интересно. Подъезжаем к регистрации. Что? Когда у нас уже погрузится? Сейчас начнем загрузку.
Паром был супер, он был огромный. Всем автомобилистам очень грамотно помогли загрузиться на нижних палубах, и мы отчалили в море. Катамаран шел быстро, на борту все было удобно и комфортабельно. Буквально через 2,5 часа мы уже причаливались в Норвегии, в Кристиансанд, где опять немного крапал дождь. Страна туннелей. Нет, я хочу суп. Через 5 минут уже опять светило солнышко. Наша дорога лежала в самую южную точку материковой Норвегии. Маяк Линдеснес-Фир, кажется, так это произносится. Норвегия влюбляла в себя буквально с первых же метров. Каждые несколько километров хотела сделать остановки. Кругом красота. И это слово мы будем повторять на протяжении следующих 2 недель очень-очень часто, практически каждый день. Кайф! Кайф! Конечно же, по дороге мы несколько раз останавливались. Вокруг было столько всего красивого. Ну и, соответственно, к маяку подъехали чуть позже, чем планировали. Пока разложились, расставили палатку, солнце уже начало садиться. Но мы все равно поднялись наверх. Там было очень ветрено. Ветер был настолько сильный, что на него можно было упираться, практически ложиться. Однако все, что творилось вокруг, цвета, закатное зарево и прочее, оно с лихвой компенсировало этот ветер. Маяк Линдеснес – это береговой маяк, расположенный на одноименном мысе в крайней южной точке континентальной Норвегии. Также это самый старый из сохранившихся норвежских маяков, изначально построенный в феврале 1655 года. Район этого мыса в старину был местом многих кораблекрушений, поэтому первый маяк Норвегии было решено построить именно тут. Птичка прибежала. Птичка, птичка, птичка невеличка. Магазинчик. Кажется, будем сейчас покупать хлеб из этой печки. Thank you. Thank you very much. Ой, какой денек. Небушка синенькое. Солнышко светит. Какой кайф все-таки. Вот ветер. О, как мои штаны телепает. На тени видно. Это очень интересное и красивое место. Мы с удовольствием здесь походили, полазили. Но это было только началом нашего норвежского путешествия. Поэтому вскоре мы поехали дальше. А следующим пунктом нашего плана был город Ставангер.
Ну 30 фигня. Так, мы в Ставангере. Тут, ну, цвета все такие. Ну пойдем, веди. Там много хайлайтов. Ставангерские улочки. Прикольные все домики. Веселенькие. А вон чайка на фонтане. Какой-то агрегат. Мотор корабля, что ли, или что? Пупсик. Итак, Ставангер – четвертый по величине город с населением почти 120 тысяч жителей. Его также называют нефтяной столицей Норвегии. Говорят, что первые следы человека, найденные в окрестностях города, относятся ко времени окончания последнего оледенения, то есть около 10 тысяч лет тому назад.
На следующий день у нас был запланирован пеший поход к Прекистолну, поэтому, погуляв по Ставангеру, мы поехали к очередному месту ночевки. В кемпинге встретили ребят из Ташкента. Я разговорился с ними. Старшего из них, на вид лет 30, зовут Тимур. Все они живут в Осло и приехали в кемпинг, чтобы на следующий день тоже сходить на Прекистолн. Все-таки восточное гостеприимство у ташкентцев в крови. Через полчаса они нас угощали уже вкуснейшим шашлыком, а потом еще дали нам настоящую узбекскую дыньку. Это была самая вкусная дыня за все время моего проживания в Европе. Ну чё, welcome to Прекистолн. У нас сегодня Отнеси Фленсбург хотя бы. залом узбекский шашлык. О, жёванный, я буду пробовать. А то мне так и не досталось. Пробуйте. Пожевали. Все, Пластику сделать хотел. наш поход на Прекистолн. Команда желторюкзачников началась. Это начало Люсифьорда. Или конец его, наверное, уже. Народ писал, купальники не забудьте взять. Да подгузники надо, а не купальники. Вон там какой-то туалет есть. Прекистолн переводится как кафедра проповедника. Это скала. Довольно знаменитый туристический объект с просто потрясающим видом на Люсифьорд с высоты 604 метра. От парковки до скалы идти, кажется, 4,5 километра, ну и столько же обратно. У нас, наверное, получилось все 11-12. Не, ну просто вообще невозможно не свернуть в сторону. Идешь и такой, а вон оттуда вид классный, а вон оттуда можно классную фоточку сделать, а вот там людей поменьше. Перекусив бутербродами в очереди для фото с крутым видео и сделав там пару кадров, мы решили все-таки уйти от толпы людей и полезли выше. К тому же, там на площадке нельзя взлетать на дроне, и мы решили, что если чуть отойти дальше, то можно. Ну и опять-таки, где-то там, подальше от людей, всегда и виды лучше, и трава зеленей. Ну, в общем, вы сами все знаете.
Не знаю кого как, но меня лично очень сильно впечатляли все эти ошеломляющие и потрясающие виды. Полетал немного на дроне, и снова нужно было двигать в путь. Сначала надо дойти до парковки, а там на машине к очередному месту ночевки. Ну, тут вокруг, в принципе, ни тропинок, нифига. Вот такой вот прикольный вид. Девчонки ушли чуть-чуть вперед. Вот сейчас сюда полезу, покорать эту вершину. Вот тут еще один китаец, кстати, заблудился. 5 минут вокруг меня крутится, я остановился, он тоже встал. Видать, надо ему дорогу показать. Во какая лягушенница. И такую я сейчас под жопку пальцем-то пел. Наша машина знает, что нам скоро надо будет сесть на кораблик через 100 метров. Ну что, как ваши ощущения на корабле? Вообще ничего. Так плавно, я не сказал, а может плыву. Я такой в ту сторону смотрю, мы уже отъезде метров 50. Я такой, вау! По дороге мы проезжали какое-то невероятное количество природных красот. Водопады, ледники, фьорды с бирюзовой водой. Как уже стало обычным, несколько раз останавливались полюбоваться, пофотографироваться, дрон запустить. Ой, водопад засняла тебе как раз. Вообще как. Нина, это не водопад. Вот видишь, продала кадр. А он меня не поцеловал. И все. У меня все. Вот тут стоят, наверное, красиво. Здесь же так работает. Кто встал, Это французы. у того и красота. Так узко.
Это точно домик тролля. Вот еще один. Но первый богаче, у него есть камин, дымоходная труба. Судя снизу под доскам полов нет, конечно. Но зато вот водичка есть внизу. Деревья. Это тебе надо будет с воды поснимать. Лодку надо взять. Этот переставить на фото. Вон туннель. Дрожат. Thank you.